Апокалипсис, пандемия, планета практически лишилась своего главного обитателя – человека. Странный вирус обрушился на планету и поразил все живое. Игрокам же, решившим поиграть Days Gone, предлагается сыграть роль одного из немногих выживших. Это Дикон Сент-Джон, бывший преступник, а ныне скиталец, пытающийся выжить в новых непростых условиях. Впереди вас, а значит и вашего героя, ждут приключения, огромные зараженные территории, встречи с бандитами и мародерами, уничтожение целых полчищ зараженных людей и многое другое. Ну что сказать, вроде все по-старому, вирус и вирус, а нет, тут на протяжении всей линии игры ужасная атмосфера страха постоянно давит на геймера, потому что за ним ведется кровавая охота со стороны злобных тварей. И стоит отметить, что разработчики не зря львиную долю своего внимания уделили игровому движку, добавив к нему достойный, хотя и искусственный интеллект кровожадных зомбаков. Эти ребята теперь ведут себя очень и очень реалистично, передвигаются целыми табунами по несколько десятков сразу. Но фишка в том, что искусственный интеллект заставит кровожадных зомби взбираться на здания и лезть во все его щели, в которых вы будете искать укрытие. И что теперь дальше, спросите вы? А выход очень прост и в то же время очень сложный и интересный. Для того, чтобы дать достойный отпор, надо будет активно использовать весь крафтинг предметов и оружия, предлагаемого разработчиками. А вот карта в игре не маленькая, она имеет невообразимые размеры. Тут сразу же набивается вопрос, неужели Дикону придется передвигаться пешком? Сразу успокою вас, на протяжении всей игры чуть ли не единственным спутником для главного героя будет его мотоцикл, который придется периодически ремонтировать и всячески модернизировать. А кто сейчас напрягся, хочу сразу успокоить, в интимные отношения с мотоциклом вступать не придется. Как мотоцикл, так и оружие также не обладает завидной надежностью и может отказать в самый неподходящий момент. Поэтому всегда нужно иметь запасной вариант. Сильной чертой именно этого проекта является наличие множества тактических решений в борьбе с фриками, ведь порой за вами будут охотиться до пары сотен зараженных. Помимо обычных зомби, вашим противником будут и обычные люди. Это могут быть мародеры, для которых вы со своим снаряжением являетесь невиданной находкой, или культисты, поклонники эпидемии. Игровой мир поражает своими размахами. Игроку предоставлена полная свобода действий, в классическом варианте называемая песочницей, что позволяет придумывать для выживания оригинальные и интересные способы. Все объекты, которые встречаются на пути, очень соответствуют атмосфере апокалипсиса. Упавшие самолеты, заброшенные магазины и бензоколонки и, конечно, оружейные магазины. В них Дикон может пополнить боезапасы, либо найти новое оружие. Впереди путешествия по всему миру в поисках безопасного места и материалов, которые могут пригодиться для создания оружия. Все это непростое дело, так как на каждом шаге могут подстерегать зомби. Игра в выживание расскажет, что помогает героям выжить в этом жестоком и страшном мире. Любовь, боль утраты, надежда на лучшее, дружба и отчаяние. Выжить в такой обстановке игроку будет ох как непросто. Все это нужно суметь пережить и преодолеть. Сюжетная линия несет в себе самую важную мысль. Не стоит разочаровываться и опускать руки, пускай даже в самых сложных ситуациях. Игроку предстоит преодолеть не только физические препятствия, но и бороться со сложным эмоциональным состоянием, что порой может оказаться еще сложнее. Посмотрим, что у вас получится лучше всего.